С тобой происходили страшные, жуткие или необъяснимые вещи в жизни, в которые сложно поверить? Расскажи свою историю в комментариях, а мы начинаем. Должен признаться, я до безумия люблю всех своих родственников. И мало того, что это в наши дни само по себе редкость, так еще и эта любовь взаимна. Они идеальны во всех отношениях, кроме одного. Ездить к ним надо далеко вглубь страны. Девственная северная природа и настоящая глухая деревня в затерянном крае, название которой вряд ли что-то кому-то скажет. Так или иначе, я привык навещать родню хотя бы пару раз в году, поэтому маршрут от деревни до автобусной остановки у меня был более-менее накатанный. 2,5 километра через поле и небольшой лесок, потом еще метров 200 вдоль шоссе. Плюс еще и билет я всегда покупал заранее. При хорошей погоде расстояние пустяковое. До прибытия автобуса оставался час. Я коротал время, играя в тетрис, иногда хмуро поглядывая то на часы, то на высокие старые сосны, растущие через дорогу, то на проезжающие мимо автомобили. Нервно постукивая ногой по песку, я мысленно проклинал свою торопливость и решил, что впредь буду выходить на полчаса позже. Однако в положенное время автобус не приехал. Не появился он и через 10, а потом и 15 минут, что простой задержкой рейса объяснить было нельзя, а пробок на пустынной второстепенной дороге быть не могло по определению. Автобус не прибыл даже через час, когда уже начало темнеть. Мне стало неуютно от перспективы так и не дождаться проклятого пазика и потом топать обратно к родным через уже ночные лес и поля. Я городской житель и к выживанию в дикой местности приспособлен плохо. Так или иначе, но вечерний воздух постепенно наполнялся трелями сверчков. Уставшая от долгого сидения задница начала затекать, а я продолжал мысленно материть свой автобус. Неспешно шагающего по обочине дороги пожилого мужчину я заметил не сразу. Он был одет в старые, но опрятные брюки и пиджак, над которым виднелась серая рубашка с расстёгнутым воротом, на ногах покрытые дорожной пылью черные туфли. Когда мужчина поравнялся с остановкой и сел на скамейку рядом со мной, я смог рассмотреть его получше. На вид ему было около 60 лет, глаза серо-голубые, лицо испещрено морщинами, а на сидеющей голове уже наметилась лысина. Похож он был на школьного учителя. Незнакомец сидел на скамье и задумчиво смотрел куда-то вдаль, сцепив руки в замок. На левую руку было надето необычное кольцо из какого-то светлого материала. Я откупорил бутылку минералки и уже было вернулся к мрачным мыслям о том, кто же застрял в большой жопе мира, я или автобус, когда низкий голос рядом со мной спросил: «Воет ли черная луна?» От неожиданности я поперхнулся минеральной водой. Прокашлявшись, я повернул голову к соседу и переспросил: «Простите, что?» «Воет ли черная луна?» — повторил вопрос старик, глядя на меня и хитро улыбаясь. Я нахмурил брови. Вроде не пьяный и не наркоман, просто псих? Может быть. Зачем еще тогда такие вопросы задавать? «Какая к черту луна, вы чего?» — раздраженно отозвался я. «Ничего», — серьезным тоном ответил мужик. «Просто хотел задать тебе идиотский вопрос и посмотреть на реакцию». Видимо, моя реакция в виде поднятых в крайнем недоумении бровей и широко открытых глаз пришлась ему по вкусу, потому что он тут же засмеялся, да так заразительно, что я и сам невольно улыбнулся. Отсмеявшись, он добавил: «Давно сидишь?» «Давно», — со вздохом подтвердил я. «Уже где-то 2 с лишним часа. Не знаете, может, случилось что-то, из-за чего автобусы не ходят?» «Ходят они прекрасно», — ответил мужчина. «Вот, у меня даже билет есть». С этими словами он вынул из кармана билет на автобус, такой же, как у меня. Я хотел было разглядеть на нем время прибытия, но написанное шариковой ручкой кассира место в автобусе не позволяло разобрать оказавшийся под ним мелкий текст. Мужчина убрал билет в карман, взамен достав пачку сигарет и дешевую зажигалку. Закурил, предложил мне. Я только покачал головой и поднял ладонь, отвергая предложенную сигарету. В ответ он пожал плечами и, буркнув «как хочешь», затянулся. Мимо, гремя и поднимая пыль, промчалась фура, а потом дорога опустела. Автомобили здесь вообще проезжали редко, в вечернее время можно было идти хоть посередине дороги, не боясь быть сбитым, если, конечно, не затыкать уши музыкой. «Как тебя зовут?» — спросил мой сосед, стряхивая пепел и вновь поворачиваясь ко мне. Перед ответом я замешкался на несколько мгновений. Честно говоря, мне не хотелось заводить с ним беседу, не вижу ничего хорошего в случайных знакомствах в поездах, самолетах, автобусах и интернете. Тем более этот тип, несмотря на всю его доброжелательность, доверия не внушал. Согласитесь, нормальный человек ведь не будет спрашивать у случайного прохожего на улице, воет ли черная луна или нет. С такими вопросами надо обращаться либо ко всяческим магам и целителям, либо к психиатру, причем желательно к последнему. Поколебавшись, я все же назвал свое имя.
«Очень приятно, Вадим», — ответил мужик. «А меня зовут Виктор Андреевич». «Рад познакомиться, Виктор Андреевич». Хотя на самом деле это было далеко не так. Я решил не делать поспешных выводов. «Я тоже рад», — кивнул мой новый знакомый. «Да, и угадаю. У тебя есть родные в деревне неподалеку. «Как вы догадались?» «Ты выглядишь не как деревенский житель», — хитро улыбнулся Виктор. «Наверное, ты очень любишь родственников, раз забрался в такую глушь». «Люблю», — подтвердил я. «А вы здесь какими судьбами?» «Я дела улаживал», — прочистив горло, произнес Виктор Андреевич. «Почти все уладил. Только одно осталось. Но для этого мне надо ехать. Вот и жду автобус. Долго ждать придется, заметил я. Я уже 3-й час жду. Похоже, придется попутку ловить, а то ночевать тут как-то не горю желанием. Приедет автобус, не переживай. Уже довольно скоро причем, добавил старик, видимо, пытаясь меня успокоить. Вы-то откуда знаете? Я знаю, можешь мне поверить, заверил меня Виктор. Через 20 минут он будет здесь, а пока можем скоротать время за разговором. Да, выпрями спину, а то ты на знак вопроса похож. Последнее предложение было сказано таким безапелляционным тоном, что я, не найдя, что ответить, послушно выпрямился. Хотя мне удалось сохранить на физиономии вежливое выражение, внутри я просто кипел. Шутка ли? Какой-то абсолютно посторонний мужик делает мне замечание. «Вот», — удовлетворенно заметил этот наглый тип. «Так намного лучше. Может, тогда и вы сигарету затушите?» Решил я не оставаться в долгу. А то у меня голова от дыма болит. «Сказал бы тогда сразу, что дым не переносишь. Я бы не закуривал», – пожал плечами Виктор, но все же затушил сигарету о стену остановки. Мы беседовали еще какое-то время. Я немного в пределах допустимого рассказал ему о себе, кем работаю, где родился и в таком духе. Потом наступила его очередь. Выяснилось, что он долгое время работал водителем рейсовых автобусов, а потому точно знал, когда приедет автобус. Объяснил он мне и причину задержки. Из-за прошедшего ночью обвала в горах дорогу закрыли, а весь транспорт пустили по запасному маршруту, так что теперь всем водителям необходимо делать огромный крюк. Потом повисло молчание. Я сделал несколько хороших глотков из бутылки и как раз закрывал ее, когда старик снова обратился ко мне. «Можно задать тебе один вопрос?» Наверное, мне показалось, но почему-то вид у него был такой, словно он очень долго собирался с силами, чтобы произнести эту фразу. «Ну, задайте», – нехотя согласился я. «У тебя бывало когда-нибудь ощущение, что ты что-то делаешь в последний раз? Причем ты точно это знаешь и не в силах это изменить?» – спросил Андреич, глядя мне прямо в глаза. Я снова не нашелся, что ответить. Определенно, старик – кандидат в мастера спорта по обескураживающим вопросам. Вдруг я обнаружил, что мне тяжело смотреть в его усталые глаза неопределенного цвета. Замялся я. «Не припомню. А что, у вас сейчас такое ощущение, что ли?» «Я это знаю», – произнес Виктор. «Просто знаю. Как то, что Земля ходит вокруг Солнца или что 2 × 2 будет 4. Хочешь верь, хочешь нет, но я знаю, что сегодня я поеду на автобусе в последний, а не крайний раз». От таких речей мне стало жутковато. Я снова начал подозревать, что у мужика непорядок с головой, но решил не делать поспешных выводов и разобраться. «Последний раз, в смысле, вы больше не будете ездить на автобусе, а будете ходить пешком, да?» Робко спросил я, отчаянно надеясь, что ответ будет утвердительным. «Нет, этот рейс последний вообще», – покачал головой старик. «Как и все, что я в данный момент делаю. Я последний раз сижу на остановке, я последний раз выкурил сигарету, а ты – последний человек, с кем я разговариваю». После этих слов он вздохнул. «Откуда вы это знаете? Что у вас вообще случилось, что вы начали так думать?» – спросил я, сжав в руке бутылку так сильно, что вода едва не выплеснулась из нее. Я уже приготовился к тому, чтобы узнать, что врачи поставили Виктору Андреевичу диагноз-приговор вроде неоперабельного рака или еще какого-нибудь неизлечимого недуга. Но то, что выдал мой новый знакомый, не входило ни в какие рамки. С его слов выходило, что существует некая секретная международная организация, занимающаяся сбором, хранением и защитой различных аномальных предметов, людей и сущностей, что некоторые из этих артефактов обладают свойствами, способными уничтожить человечество или же привести его к величию, что мир уже несколько раз переживал конец света, но потом его восстанавливали, как ни в чем не бывало, и многое-многое другое. Если это был не бред сумасшедшего, то, судя по обилию сведений, в организации Виктор Андреевич занимал весьма высокий пост. Я сидел с открытым ртом, выслушивая все новые и новые подробности. Какие-то кеттеры, расходники, инциденты.
Старик вываливал на меня информацию неудержимым потоком, не давая вставить ни единого слова. Лишь когда Виктор остановился посреди рассказа о каком-то жутком поселении в Иркутской области, чтобы перевести дух, я воспользовался моментом и перехватил инициативу. «Зачем вы мне все это рассказываете? Если даже допустить, что все, что вы рассказали, правда, то это ведь явно совершенно секретно. Меня же, черт возьми, убить могут за то, что я узнал. А вас и подавно», — воскликнул я. «Не беспокойся, никто тебя не убьет», — устало ответил Андреич. «Я просто хочу выговориться перед смертью. Пойми, мне нечего терять, нечего бояться и, самое главное, не о чем жалеть. А если тебе нечего терять, то ты можешь делать все, что пожелаешь. Ты не поверишь, как это здорово знать, что тебя больше ничего не сдерживает. Наверное, поэтому вырвавшиеся объекты разносят к ядрене фени все, до чего дотянутся. Свобода, опьяняющая свобода», — произнес он, прикрыв глаза и чуть запрокинув голову, будто слушал Боба Марли. Я несколько секунд смотрел на него, а потом спросил: «Что вы чувствуете? Вам страшно?» Виктор повернулся ко мне и, улыбнувшись, ответил: «Я чувствую облегчение. Настоящее облегчение, ведь все почти закончилось. А страх, он весь остался там, позади. Я не боюсь умереть. Я, наоборот, этого хочу. А этот билет...» Он снова вытащил его из кармана. «Мой проводник. Он поможет мне освободиться. О, смотри, вот и автобус». Действительно, старый пазик, рассекая светом фар сумерки, приближался к остановке. Заслушавшись, я даже не заметил, как он вырулил из-за поворота шоссе вдали. Он остановился напротив нас, двери распахнулись. Виктор поднялся со скамейки, приблизился и уже поставил было на ступеньку ногу, как вдруг повернулся ко мне. «Вадим, залезай, тебе же ехать надо», — позвал он. «Но...» — ошеломленно произнес я. «Это же последний автобус, вы ведь сами сказали». «Только для меня». «Да, вот». Он стянул с пальца кольцо и протянул его мне. «Прими этот подарок. Оно долгое время имело для меня большое значение, но теперь оно мне не нужно». Я несмело принял кольцо и машинально надел его на палец. Оно было странно теплым, материал на ощупь напомнил кость. Стоп, это же кости есть. Что за ерунда? «Эй!» – начал было я, но Андреич молча поднял руку, призывая меня замолчать. «Спасибо, что выслушал. А теперь будем прощаться. Сядь где-нибудь и не оглядывайся на меня». И протянул руку. Я молча ее пожал. «Рад был познакомиться, Вадим. Прощай», – произнес старик и, войдя внутрь, опустился на заднее сиденье автобуса. Я поднялся по ступенькам в пазик и проследовал в переднюю часть салона мимо других пассажиров. Внимания ни на меня, ни на моего собеседника никто не обратил, словно мы были невидимками. Я уселся у окошка и сосредоточенно принялся разглядывать темноту за ним. Автобус тронулся с места и поехал. Всю дорогу до города я старался не оглядываться, но все-таки не удержался и посмотрел назад. Всего один раз. Андреича в автобусе больше не было. Я не видел, чтобы он сходил с него. Он словно исчез, растворился, как призрак. Может быть, он и был призраком? Да нет, не был. Кольцо-то настоящее. Я не переставал размышлять над тем, что сказал мне этот странный человек. Если тебе нечего терять, ты можешь делать все, что пожелаешь. Иногда можно потерять слишком многое, чтобы желать что-то, кроме смерти.